Всем привет! Сегодня мы будем шить мягкую голову слона на стену. Я буду шить из плюша гладкого. Также можно использовать хлопковый велюр, либо любую другую подходящую ткань. Сразу хочу сказать вам про глазки. Глазки можно вышить нитками мулине, либо купить вот такие вот заготовки для игрушек и сделать из заготовок глазки. Вот на этой голове я экспериментировала, я пришила веки, пришила накладные ресницы, и внутри у меня такая же заготовка глазика. То есть вы можете придумывать свои любые идеи. Что у вас получится, я буду ждать в отзывах. Их можно оставить в нашей группе ВКонтакте. Также вступайте в нашу группу в Инстаграм. Сначала распечатываем выкройку. Для этого в настройках мы ставим 100% масштаб. После этого запускаем печать. После того, как распечатали выкройку, проверяем тестовый квадрат. Он должен быть 10 на 10 сантиметров. Если все верно, значит выкройка распечатана в правильном масштабе. Также здесь есть инструкция по раскладке листов. Мы раскладываем листы, затем их нужно склеить. Чтобы склеить лист, для этого нужно срезать одну из сторон и совместить вот эти вот стрелочки по вот этой линии. Склеить можно при помощи скотча или клея. Я склеила и вырезала выкройку, теперь приступаем к крою. Обратите внимание, что ворс должен направлен быть вниз, если у вас ткань с ворсом. И также при крое мы переносим все метки, делаем местоположение, ставим глаз, бивней и выкраиваем. Уши у нас выкраиваются 4 детали, 2 детали головы. И потом из остатка ткани выкраивается круг, у него одна деталь. Бивни мы выкраиваем из светлой ткани, белой или молочной. Я выкроила все детали. Детали бивней у меня из флиса. Круг одна деталь, уши. И нам нужно еще вырезать вот такой вот круг 16 сантиметров диаметром. У меня это полиэфирное волокно 2 сантиметра. Но можно заменить его поролоном, и поролоном тоже высотой, толщиной примерно 2 сантиметра. Это для того, чтобы эту игрушку можно было вручную постирать. Конечно, можно этот круг заменить на картон, но после стирки я не знаю, как он себя поведет, поэтому я рекомендую лучше вот такие вот наполнители, которые можно постирать. Далее уши нам нужно простегать с утеплителем. Для этого мы их накладываем изнанкой вниз и по краю где-то на 0,5 их нужно закрепить утеплителю. У меня утеплитель 150 грамм. Настрачиваем уши по краю на утеплитель. Теперь на детали
с утеплителем, накладываем лицом к лицу вторые детали и стачиваем их, оставляя отверстие вот в этом вот месте. Выкройка у нас уже с нанесенным припуском 0,5 сантиметра, поэтому, соблюдая припуск, стачиваем детали. В местах закруглений делаем рассечки, не доходя миллиметра 2 до шва. И выворачиваем. То же самое делаем со второй деталью лука. Теперь стачиваем детали бивней. Начинаем сверху и оставляем вот это место для выворачивания. Припуск 5 миллиметров. Снова делаем рассечки в местах закруглений для того, чтобы после выворачивания деталь лежала мягко, плавно, без углов. И выворачиваем. На данном этапе нужно сделать слону глаза, особенно если это заготовки глаза для игрушек. Если вы не хотите делать такие глазки, их можно также вышить или нашить, настрочить с фетра, естественно, с лицевой стороны. Я перенесла все отметки на обе стороны заранее, и сейчас буду делать глазки. Для этого я делаю отверстие. Ставим глаз в отверстие. И у меня такие заготовки, которые нужно устанавливать специальным прибором. Но так как у меня этого прибора нет, я их делаю следующим образом. Вот это вот отверстие нужно немного подпалить, нагреть, чтобы оно стало более пластичное. И после этого сразу надевать на штырь. Вот таким образом глаз очень плотно зафиксирован на ткани. То же самое делаем со вторым глазом. Далее нам нужно стачать две детали головы, оставляя вот здесь вот это вот отверстие. Для этого мы деталь сметываем или скалываем булавками, чтобы они у нас не скользили. И стачиваем с припуском 5 миллиметров. Далее на закруглениях мы снова делаем рассечки, не доходя 2 миллиметра
до начала строчки. Теперь на хоботе слона нам нужно настрочить вот такие вот защипы. Их можно сделать как с лица, так и с изнанки. Если делать с изнанки, то получатся они вот такие. На данном слоне я хочу сделать их на лицо. Поэтому я сначала перенесу эти линии на лицевую часть. Шов у нас должен быть внутри в разутюжку. И вот это место примерно 4-5 сантиметров я делаю небольшую отделочную строчку практически в край, буквально 3 миллиметра. Таким образом я застрачиваю каждый защип. Теперь берем уши. Обратите внимание, что острая часть, которая острее, видите, здесь сверху она более такая закруглая, а здесь острая. Острая — это низ. Чтобы их не перепутать вам, заметьте, что острая — это низ. И далее делаем вот такую вот складку. И закрепляем ее. Примерно 2-3 сантиметра ставим такую закрепку. И на втором ухе делаем то же самое. Далее берем голову, находим середину, и прикладываем к середине вот это место, где у нас складочка, и прикрепляем ухо к одной из сторон детали головы. Складочку закладываем вниз. Таким же образом пришиваем второе ухо. Теперь набиваем бивни. Я буду использовать аэропух. Кроме аэропуха можно использовать любой наполнитель, подходящий для мягких окрошек. Чем-нибудь острым проталкиваем до конца, чтобы полностью бивень был заполнен. Он должен быть таким достаточно упругим, не мягким, чтобы держал форму. Далее берем нитку с иголкой, иголку в 2 нитки. Вот таким образом нанизываем по кругу деталь для того, чтобы ее стянуть и закрепить.
Затягиваем и закрепляем. Таким же образом мы поступаем со вторым бивнем. После того, как сделали бивни, нужно сделать надрез там, где мы наметили место для пришивания бивня. И в это отверстие вставляем бивень. Далее выворачиваем и регулируем. Можно повернуть, посмотреть, как расположить его. Примерно таким вот образом. И теперь потайным швом здесь вот по кругу пришиваем бивень к основной ткани. Бивни пришили, теперь набиваем саму голову. Набиваем также плотно обод, чтобы он держал форму. И затем все остальное голову. Я достаточно туго набила голову. И теперь также мы сбариваем на нитку, в 2 нитки, вот этот вот круг. И таким образом у нас отверстие должно было уменьшиться примерно в 1,5 раза. И далее теперь берем вот этот круг, второй круг. На данном этапе, если вы хотите сюда сделать петельку, можно сделать петельку. Я предлагаю сюда пришить контактную шторную ленту с липким слоем, чтобы можно было легко ее приклеить на стену без ущерба для стены. Я отрезала контактную ленту. Одна сторона у меня обычная, которую я буду пришивать к слону. Вторая лента у меня с липким слоем. Эту ленту я приклею на стену. Здесь такая пленочка. Дальше довольно-таки крепкий липкий слой. Пришиваем теперь к этому кругу вот так вот по центру. Растрачиваем со всех сторон. Теперь опять круг собираем на нитку.
Нитка должна быть двойная, довольно-таки прочная. И теперь вкладываем вот этот круг внутрь. Теперь прикладываем круг к голове, таким образом, чтобы ровно по центру была контактная лента, и двойной ниткой пришиваем потайными стежками как можно чаще. Можно даже сделать двойной круг, то есть один раз прошили и еще раз второй раз прошлись. Таким образом пришиваем весь круг. Мы закрыли заднюю часть слона, и наш слон готов. Теперь мы на обратную сторону прикладываем ленту с липким слоем и идем фиксировать слона на стене. Убираем вот эту пленочку и аккуратно, ровно фиксируем голову на стене. Затем придерживая отклеиваем и проклеиваем ее. Вот такая голова у нас получилась. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Буду ждать ваши отзывы, комментарии. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, присылайте ваши отзывы туда. Всем пока!